В России под видом борьбы с ящером массово уничтожают скот на частных фермах. Практика уже довольно давнишняя, давайте о ней не забывать, напоминать и пытаться разбираться. Все чаще звучит версия, что это не только про болезнь, но и про зачистку неудобных фермеров в интересах крупных игроков. Часто анализы у животных даже не берут. Приезжают чиновники и силовики, объявляют подозрение на инфекцию и сразу приказывают забой всего стада. В итоге выживают в основном большие комплексы, у которых есть ресурсы и защита. На фоне этого появляются странные смерти людей, связанных с мясным делом. Один из руководителей ветслужбы, который занимался изъятием скота, найден мертвым в Новосибирской области. Кто-то говорит о карме, другие о возможной зачистке свидетелей, но прямых доказательств нет. После разорения фермеров их земли и хозяйства быстро уходят с молотка. По сообщениям, их скупают крупные агрохолдинги и новые влиятельные владельцы регионов, часто через связи и за бесценок. Формально это рынок. По сути, перераспределение собственности под давлением. Зрители и пользователи уже реагируют. Часть людей отказывается покупать продукцию агрохолдингов и старается придерживаться правила покупать местных фермеров напрямую. Так рождается тихий народный бойкот. Без лозунгов, но рублем против системы. Главный вопрос остается открытым. Это череда трагедий и хаос или хорошо выстроенная система зачистки и захвата земли? Вопрос, как говорится, не теряет своей актуальности. Я напомню, что уже пытались сказать, что и какой-то ящер, потом это отменили, следят за настроением людей, тех самых людей, которых лишают всего, что у них есть. Плюс к этому в очередной раз, друзья, напоминаю, что я делаю такие обзоры, зачастую отталкиваясь от ваших комментариев, так что не стесняйтесь, пишите комментарии, если чего-то боитесь, не пишите того, что может нарушать закон, но вы можете поднимать те или иные вопросы, которые вас интересуют. И благо сегодня цивилизация помогает мне очень быстро собирать информацию всю необходимую и делать, соответственно, такие разборы, обзоры, напоминать какие-то факты, которые слегка сверкнули где-то в новостях, опять же, и про умирающих стремительно чиновников, и дальше уже дать законченную работу по, собственно говоря, вашим мнениям, вашим точкам зрения. Иногда они подтверждаются, иногда, скажем так, спорные. Я напомню, был хороший комментарий, и я поковырялся с ним тоже о том, что то, что МПЗ горят, например, в России, они горят очень сильно не только в России, они горят и в России, и в Украине, и в Иране, и теневой флот, и в США, и в странах Европы, то есть это постоянно происходит. Но я поковырялся, и там нету 100% такого, чтобы там какое-то было мировое правительство, которое избавляет от энергоносителей, задирает цены или еще что-то. На самом деле, очень большая вероятность, скажем так, версия того, что это может быть связано с тем, что действительно где-то тот же Ормузский пролив он ограничивает, но те, кто остались, они начинают взвинчивать обороты. Даже такой, может быть, грубоватый пример. Однажды самолет, например, один потерпел крушение, так иногда смотришь разные фильмы, и там была в чем проблема? У него было по 2 винта на каждом крыле, один заглох, и на одном крыле остался один. И вот этот один, он на повышенных оборотах начал работать, иначе был бы разбаланс, его бы уводило в сторону. И из-за того, чтобы одному стало необходимо работать сильнее, он тоже вышел из строя, то есть он в разнос пошел. Примерно так же может выглядеть ситуация и на нефтяном рынке, потому что те, кто получили возможность задирать цену, не под санкциями, если кто-то, они начинают повышать обороты и просто идут в разнос. Зачастую эти взрывы также уже становятся результатом алчности. А может быть где-то и необходимости, потому что, опять же, тот самый рынок, который имеет спрос, его надо удовлетворять. И оставшиеся предприятия просто саморазрушаются, при том, что зачастую и не имеют тех возможностей работать на тех оборотах, на которых они начинают работать. Плюс есть и устаревание оборудования, то есть именно в разнос будет довольно точным определением. Так что пишите комментарии, я это к чему. И разберем, и посмотрим, и проанализируем, и выводы сделаем, и последим за теми или иными ситуациями. Есть несколько дел, за которыми я постоянно слежу, есть те, которые новые появлялись, и за Айшат Боймурадовой слежу, уже несколько раз напоминал. В общем, есть такие дела, так что, во-первых, не забывайте, опять же, подписки, если вам это интересно, если вам это нужно. Как всегда, пожелания жить и процветать вам, вашим близким, мудрости, здоровья, и берегите себя.